Зима в тот год была какой-то неправильной. Она не начиналась резко, без предупреждения, как это обычно бывает, а словно растягивалась во времени, каждый день отбирая по чуть-чуть. Тепло, свет, желание выходить на улицу. Снег лежал грязными полосами вдоль дорог, воздух был тяжелым, сырым, и казалось, что город стал глуше, будто его накрыли плотным одеялом. Я возвращался с работы вечером, без спешки, потому что спешить было некуда. Дом ждал всегда одинаковый: тишина, чайник, телевизор, который я включал скорее для фона, чем ради передачи. Я вышел из метро вместе с толпой, позволив потоку людей вынести меня наружу. Двери за спиной закрылись, отрезая теплый подземный воздух, и холод тут же вцепился в лицо. «Дяденька, кота купите». Голос был неожиданным, не потому что детский, к детям на улицах привыкаешь, а потому что в нем не было ни просьбы, ни жалобы. Он звучал так, словно человек предлагал что-то совершенно обычное: газету, зажигалку, билет. Я сделал еще пару шагов, потом остановился и обернулся. Мальчик стоял чуть в стороне от выхода, у бетонной стены. Он был слишком худым для своего возраста, словно его вытянули вверх, не добавив ширины. Куртка сидела на нем плохо, рукава короткие, воротник потертый. Кроссовки были мокрые, шнурки развязаны, в руках он держал картонную коробку. «Кота?» – переспросил я. Он кивнул и приоткрыл крышку. Внутри сидел кот, серый, пушистый, с белым пятном на подбородке. Кот смотрел на меня так, будто давно знал, чем все это закончится, и не особенно радовался. В его взгляде было что-то взрослое, усталое, совсем не кошачье. «За сколько?» – спросил я, уже понимая, что разговор затянется. «За 5 рублей». «Почему так дешево?» Мальчик пожал плечами. «Мне срочно надо». А он хороший, тихий, чистоплотный. В туалет ходит куда надо, не дерется, мебель не портит. Кот при этих словах демонстративно отвернулся, как будто мебель действительно была ниже его достоинства. «А почему ты его продаешь?» – спросил я. Мальчик на секунду задумался. «Мне нельзя больше». «Нельзя? Что?» «Держать», – коротко ответил он. «Но он все равно возвращается. Всегда». Это «всегда» прозвучало странно. Не как надежда, а как правило, установленное задолго до нашего разговора. Я посмотрел на кота. Он снова повернулся ко мне и внимательно посмотрел в глаза. Не мяукал, не дергался, не пытался выбраться, просто ждал. Я достал из кармана 5 рублей и протянул ее мальчику. «Ладно», — сказал я, — «давай сюда». Мальчик мгновенно сунул мне коробку, схватил монету и исчез в толпе так быстро, будто его здесь никогда и не было. Я даже не успел спросить, как его зовут, или почему ему нельзя. Я стоял с коробкой в руках еще несколько секунд, чувствуя, как холод постепенно пробирается сквозь одежду. «Ну что?» – пробормотал я. «Пойдем домой». Кот молчал. Дома он повел себя так, будто всегда здесь жил. Не было ни суеты, ни испуга. Он вышел из коробки, потянулся, медленно обошел квартиру, проверяя каждый угол. Заглянул под диван, посидел у шкафа. Долго стоял в ванной, прислушиваясь к трубам, словно пытался понять устройство дома. Потом поел, спокойно, без жадности, и, не спрашивая разрешения, улегся спать на моей подушке. «Ясно», — сказал я вслух. «Значит так, имя пришло само собой. Будешь Пушком». Кот приоткрыл один глаз, будто зафиксировал информацию, и снова уснул. Мы прожили так несколько недель. Пушок оказался тихим, ненавязчивым. Он не драл мебель, не орал по ночам, не требовал внимания. Иногда он исчезал. Я искал его по квартире, выходил на лестничную площадку, проверял подъезд. Его не было, а потом он просто появлялся, сидел на кухне или лежал в кресле, будто никуда и не уходил. Я перестал спрашивать.
Металлический ящик я нашел в кладовке, разбирая старые вещи. Он стоял за лыжами, покрытыми пылью. Я был уверен, что раньше его там не было. Ящик был тяжелый, холодный, с маленьким экраном и лампочками, которые тускло мигали. Я положил внутрь купюру и нажал кнопку. Ящик загудел. Через несколько секунд из щели выехали 2 одинаковые купюры. Я проверил еще раз, потом еще. Деньги клонировались без ошибок. Ночью я проснулся от странных звуков. Кто-то был в квартире, в коридоре стояло существо. Оно напоминало слона, но будто собранного неправильно, из чужих деталей. Его голос был спокойным, почти усталым. «Вы автоматически дали согласие», — сказала оно. «На прием гостей». Оказалось, ящик — часть соглашения. Я получаю деньги, взамен предоставляю жилье путешественникам из других миров. Главное — вежливость, конфиденциальность, никаких вопросов. Утром я долго сидел на кухне, глядя в чашку с холодным чаем, а потом написал заявление об увольнении. Так начался мой новый бизнес. Каждое утро я копировал купюры. Делал это методично, словно обычную работу. Каждую ночь приходили гости. Одни были молчаливыми, другие – разговорчивыми. Некоторые пахли так, что окна приходилось держать открытыми часами. Я научился быть вежливым, предлагал чай, показывал ванную, спрашивал, удобно ли. Соседи начали жаловаться на шумы, на запахи. «Ремонт», — говорил я, — «старые трубы, финансы росли. Часть денег я вывозил на дачу и прятал под полом. Пушок все это время вел себя как обычный кот. До того дня, когда пришел участковый Петров. Он осматривал квартиру, задавал вопросы и уже собирался уходить, когда заметил Пушка, развалившегося в кресле. «Хороший кот», — сказал Петров и протянул руку. «Руки убери, Петров», — сказал Пушок человеческим голосом. «Не пачкай мне шерсть». Петров побледнел. После его ухода я долго кричал на кота. «Ты что наделал?» «Он первый начал», — спокойно ответил Пушок. «И вообще, долго бы ты еще тянул?» Я понял, что выхода нет. На следующий день я написал на листе: «Продаю кота. Недорого». Посадил Пушка в сумку и пошел к метро. Было холодно, как в тот самый первый день. Первые дни после ночного визита существа прошли как в тумане. Я продолжал ходить на работу по инерции, но мысли все время возвращались к ящику в кладовке. Он стоял там молча, не издавая ни звука, будто и не имел никакого отношения к происходящему. Иногда мне казалось, что если я закрою дверь кладовки и не буду туда заглядывать, все исчезнет само собой, как дурной сон или затянувшаяся галлюцинация. Но каждое утро я все равно открывал ее. Я доставал купюру, клал ее внутрь, нажимал кнопку и смотрел, как ящик спокойно, без усилий, создает копию. Этот процесс не был эффектным. Никаких вспышек, никаких звуков, кроме негромкого гудения. Именно это и пугало больше всего. Абсолютная будничность невозможного. Пушок обычно сидел рядом, иногда на табурете, иногда прямо на полу. Он не вмешивался, не мяукал, не выражал удивления, просто смотрел. Иногда мне казалось, что он следит не за ящиком, а за мной, за тем, как я реагирую, как быстро привыкаю, как перестаю задавать вопросы. После увольнения дни стали похожи друг на друга. Утром – деньги. Днем редкие выходы в магазин, попытки занять себя чем-нибудь бессмысленным, телевизор, книги, которые я не дочитывал, интернет без цели, а вечером я начинал ждать. Ожидание стало отдельным состоянием. Я не знал, кто придет сегодня и придет ли вообще кто-нибудь. Иногда гости появлялись сразу после полуночи, иногда под утро. Бывали ночи, когда никто не приходил, и тогда я чувствовал странное разочарование, словно меня обманули.
Гости были разными, некоторые выглядели почти нормально, если не присматриваться слишком внимательно, другие не утруждали себя маскировкой. Один напоминал клубок медленно вращающихся теней, другой оставлял за собой влажные следы, которые исчезали только к утру. Третий говорил исключительно шепотом, даже когда находился в другой комнате. Я научился принимать их одинаково, открывать дверь, кивать, говорить «проходите», показывать ванную, указывать, где можно расположиться. Вежливость действительно была главным правилом. Любая резкость, любое раздражение ощущались здесь как нечто опасное, неправильное. Иногда гости задавали вопросы, иногда нет. Я почти всегда отвечал односложно, мне не хотелось знать больше, чем необходимо. Я чувствовал, что знания здесь – лишний груз, запахи стали проблемой. Некоторые из них не выветривались часами. Я проветривал квартиру даже зимой, стоя в куртке на кухне и наблюдая, как Пушок спокойно сидит на подоконнике, будто холод его совершенно не касается. «Тебе-то хорошо», – говорил я ему, – «ты ничего не боишься». Пушок лениво открывал глаза и снова закрывал их. Соседи начали замечать. Сначала осторожно, потом все настойчивее. В лифте перестали здороваться. На лестничной площадке задерживали взгляд на двери моей квартиры. Однажды я услышал, как за стеной кто-то сказал «Опять у него». Я начал готовить легенды заранее. Про ремонт, про старые трубы, про больную тетю, которая якобы приезжала ночами. Я сам путался в этих версиях, но, к счастью, соседи не слишком стремились вникать. Деньги накапливались быстро. Я перестал считать их точно, просто делил на части. Одну – на жизнь, другую – на потом, третью – на дачу. Поездки туда стали регулярными. Я прятал деньги под полом аккуратно, слоями, как будто собирал не клад, а архив собственной вины. Пушок иногда исчезал именно в такие дни. Я уезжал утром, а возвращался вечером и обнаруживал, что кота нет. Он появлялся позже, всегда, иногда с мокрой шерстью, иногда с запахом, который я не мог определить. «Ты где был?» – спрашивал я. Пушок молчал. В один из вечеров я поймал себя на мысли, что начал разговаривать с ним чаще, чем с людьми. Не потому, что он отвечал, а потому, что он был единственным существом в квартире, которое казалось устойчивым, не временным, не транзитным. «Все это из-за тебя», — сказал я как-то. «Если бы не ты...» Пушок посмотрел на меня внимательно, долго. Потом отвернулся. Именно тогда я впервые подумал, что кот не случайность, что мальчик у метро, ящик, соглашение, гости — все это звенья одной цепи, которая замкнулась именно на мне. Мысли об участковом появились задолго до его визита. Я ждал его почти так же, как ждал гостей. Каждый звонок в дверь заставлял напрягаться. Каждый стук в подъезде казался шагами по мою душу. Когда Петров все-таки пришел, я был почти готов. Почти. А потом Пушок заговорил, и в тот момент я понял, дальше будет только хуже.